Всем привет! Сегодня на ремонте телевизор Samsung. Неисправность не включается, реагирует на кнопку включения, но при этом ничего не происходит и моргает светодиод. Этот телевизор уже был у меня на ремонте. У него был сгоревший процессор после грозы. Это было года 4 назад, и тогда я заказал новую материнскую плату. Но и параллельно я заказал процессоры с AliExpress. Заказывал я два процессора. Один процессор я перепаял и установил обратно старую материнскую плату. Соответственно, новую материнскую плату я оставил про запас. Сегодня неисправность заключается опять же в процессоре. Проблема в том, что я устанавливал процессор, не перекатывая шары. Соответственно, нагрев платы был выше, и велика вероятность, что пятаки на плате оторвутся. Для тех, кто не в курсе, процессоры, которые приходят с Китая, накатываются шарами с бессвинцовым припоем. Такой припой является тугоплавким, и плату вместе с процессором приходится нагревать сильнее. В результате этого возможна деформация платы. Но в качестве запасного варианта у меня есть еще одна плата. Телевизор этот не из новых, он 2012 года выпуска, поэтому комплектующих на него полно на рынке. Как видно из видео, я включил уже нижний подогрев. В одном из своих видео я уже рассказывал про данный подогреватель. Собран на галогеновой лампочке с контролем температуры. По-правильному должна быть инфракрасная станция. Но мне не так часто приходится менять процессоры данного плана. Плюс я использую Amtech. Остается немного подождать, пока плата прогреется, и можно приступать к пайке. Температуру нижнего подогревателя я выставляю на 200 градусов. Когда температура нижнего подогревателя поднялась до заданных значений, лампа начинает выключаться. При этом она периодически загорается, чтобы поддерживать заданную температуру. Моей ошибкой было то, что я не перекатал шары. Даже на видео видно, что присоской не могу поднять микросхему. Несмотря на то, что температура фена практически 400 градусов, что очень много. Далее необходимо собрать все оставшиеся шары аккуратно паяльником. Не нужно использовать косичку или другие какие-то впитывающие предметы. Паяльник сам все заберет на себя. Остатки флюса я обычно убираю растворителем. Для этого очень хорошо подходит ушная палочка либо ватный диск. Конечно же, перед тем как убирать флюс, надо плату остудить. Ну и на видео уже видно, что несколько пятаков оторвалось. Поэтому перед установкой нового процессора бессвинцовый припой нужно убирать и накатывать шары по новой. Бывают контакты, которые не задействованы, и они просто висят в воздухе. 5 незадействованных контактов
Я оторвал еще в первый раз, когда выпаивал заводской процессор. В теории можно попытаться восстановить эти 3 контакта, которые оторвались, но для этого нужен будет микроскоп. Но так как у меня есть плата запасная, я буду использовать ее.